Привет всем! Сегодня я покажу, как сделать вот такие новогодние наклеечки из полимерной глины, но с другой стороны очень-очень просто, потому что тут лепить не понадобится. Совершенно можно сделать с детками. Им понравится, я думаю, такой способ изготовления. Можно и на чашку такое сделать. А так это вот наклеечка на стекло многоразовая. Она держится сама по себе на водичке. Просто смачиваете и на стеклышко. Она держится отлично. Я проверяла, уже у меня такая вот стрекоза уже давно висит. Распечатываете любой рисунок, чем хорошо, что рисунок, который вам понравился. Вот мне вот, к примеру, очень понравилась вот эта крыса и 2020. Просто. А купить такую, проблема в том, что я не найду, наверное. Понадобится нам любая глина, любого производителя. У меня вообще вот эта самая дешевая польская. Да, она подсохшая. Это я на прошлый год брала, хотела сделать. Поэтому с ней были проблемы. И в принципе я покажу, в чем была проблема. Дальше вы поймете. Если взять свежую глину, проблем не будет. И любой растворитель, размягчитель для полимерной глины любого производителя. Он есть практически у всех. И в Церните есть 80 мл баночка идет. У Пластишки, у всех производителей. У Према есть. И понадобится вот такая баночка с капельницей. Это у меня новая баночка. Может быть, у вас, к примеру, останется из-под геля. Просто не выбрасывайте. А можно купить. Я покупала специально. Это в косметике, там, где продают все для косметики, косметические средства. Да, там, для мыла своими руками. Вот в таких интернет-магазинах таких баночек полно. Я 50 мл купила себе 5 штучек. Вот теперь творю. И что нам понадобится? И глиттер. Чтобы красиво было, совсем красиво, сверкало, все блестело, это все-таки Новый год. Кисточка, просто стряхнуть глиттер, и лезвичко, в принципе, отрезать пластику можно отломать, тоже не обязательно. То есть из обязательного глинка, стеклышко вот, делать на стеклышке. Чем больше стеклышко, тем больше возможности сделать больше наклейку. Но главное, чтобы в духовку влезло. Поехали. Вот, разминаем глинку. Видите, какая она уже жиденькая. Для того, чтобы наша пластика легче разошлась, мы ее помещаем в водичку температурой 37-38 градусов. Чуть теплее, чем наши руки. И перед каждым использованием, когда мы ее уже размешаем, тоже вот она постояла, остыла. Перед каждым использованием тоже ставим на 2-3 минутки в теплую воду. Мы же не сможем размять пластику. Вот получилась такая консистенция, как гель, жидкая пластика. Вот он держит форму. Видите, как взяли, такая вот форма у него и есть. Не растекается. Закрываем вот эту крышечку. Она должна быть вот такая плотная. Они, в принципе, такие все и есть.
теперь. Оно достаточно сложно стекает. Надо хорошенечко потрусить, так как баночка у нас получилась неполная. Вон она пошла. Вот. И теперь просто тихонечко давим. Мне плохо видно, я убрала лицо. Чем равномернее давите и ведете, тем красивее получается. Просто обводим все контуры. Смотрите, попадаются кусочки и забивают. Из-за этого контуры получаются неравномерные, поэтому я пробиваю зубочисточкой. И тоже вот если сильно жирно капнула, тоже вот так ею распределяю немножечко гель. Все-таки надо было делать вчера, а сегодня выкладывать, чтобы оно все-таки равномернее разошлось. А так получается не очень равномерно. Вот видите, вот у меня именно забито. Вот оно не выходит, потому что там именно кусочек. Вот, обратите внимание, я немножко подправляю, получилось не очень аккуратно. Из-за этих комочков сделать более золотое. Сейчас запечем, лишнее стряхнем обратно. После запекания стряхнем лишние глиттеры. Хорошо кисточкой, чтобы убрать все лишние. Их можно использовать повторно. И снимаем со стеклышка нашу крыску. Вот она подостыла. Снимаем. Видите, она неплохо держится, но все равно достаточно легко снимается. Вот так даже пальцами можно подковырнуть. Ну. Видите, какая получается наклеечка. Хвост 20-20. Я ополоснула нашу наклейку, чтобы не сыпался лишний глиттер, который не стряхнулся. И именно влажный креплю на стекло. Тут вот вы поняли, что оно должно быть влажное, тогда оно отлично на нем держится. Вот смогу даже потрусить, чтобы там было понятно.